Всем привет! Вы на канале Паутинка Книт. Меня зовут Валентина. В сегодняшнем видео будем вязать вот такую стильную сумочку крючком. Сумочка моя связана из джута мотивами шестиугольными. Сумочку можно связать не обязательно из джута. Можно взять простую обыкновенную пряжу, только не берите слишком тонкую, в 2-3 нити, чтобы она была достаточно плотная и хотя бы немного держала форму. Здесь у нас очень красивый ремешок. Вяжется сумочка очень быстро. За день можно связать себе обновку. Даже с условиями того, что вы будете вязать из джута, так как из джута труднее вязать, все равно можно связать ее за день. Но если ваша скорость вязания не такая быстрая, за 2 дня вы точно справитесь. В каждом мотиве у нас здесь всего 4 ряда. Несложно вяжется, а получается красивая, стильная летняя сумочка. Прежде чем вы приступите к вязанию, подпишитесь на мой канал, если еще не подписаны. Видео здесь выходят регулярно. Также присоединяйтесь к открытому телеграм-чату, где можно общаться. И также туда можно присылать готовые работы. Все ссылочки под видео. Я взяла самый простой джут, я покупала его в хозяйственном магазине. Здесь вообще нет никаких опознавательных признаков, только вот ценник был наклеен. Все. Так вот выглядит ниточка. Если ее раскрутить, он трехниточный. Можно взять абсолютно любой, который у вас есть. Я вот взяла вообще самый простой, который предназначен для хозяйственных целей. Был наверняка раз в хозяйственном магазине продавался. Возьму крючок 3,5. Начинаем мы с того, что набираем 5 воздушных петелек. Замыкаем их в кольцо. Все, в кольцо соединили. Здесь можно начать с кольца амигуруми, но я здесь так не начинаю, потому что джут, если его не закрепить, этот хвостик, потом это колечко в середине будет расширяться. И поэтому я специально сделала здесь 5 воздушных петелек, чтобы кольцо уже не расширялось. Теперь у нас будут 3 петли подъема. И с этими 3 петлями я захвачу вот этот хвостик, чтобы он у нас уже закреплен был. Так, можно один раз закрепить, если не пролезает. И теперь вот в это колечко мы провязываем 11 столбиков с накидом. Вот эта вот петелька подъема, столбик подъема у нас считается тоже за столбик. Один у нас есть, и дальше провязываем 11. Всего должно быть 12. Провязываем вот в кольцо. Джутом вязать непросто. Если вы никогда не вязали, то вам потребуется больше времени, чем из простой пряжи. Ну, в принципе, можно и из обычной пряжи любой связать сумочку. Не затягивайте петельки, тут и не получится, но и не затягивайте, не усложняйте себе работу. Так, связали. Теперь пересчитываем. Вот столбик подъема. Обязательно пересчитываем, чтобы у нас все было одинаково, иначе у нас не получится мотив. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Еще один столбик, всего у нас должно быть 12 вместе вот с этим столбиком подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все, 12. И теперь верхнюю петлю вот подъема замыкаем в круг вязания соединительной петелькой. Подтягиваем, замкнули. Следующий ряд. Нам нужно над каждым столбиком провязать пучок из
4 столбиков с накидом. Мы вот сейчас замкнули, у нас вот это были петельки подъема. Сейчас мы провязываем также 2 петельки подъема и вот сюда же, вот в это отверстие захватываем, провязываем незаконченный столбик, то есть петлями подъема у нас уже 2, 3, 4 незаконченных и собираю их в один. Вот получился пучок из 4 столбиков с накидом. Затем провязываю 2 воздушные петельки и над следующим столбиком провязываю опять же такой же пучок. 1, 2, 3, 4 и вместе их. Снова делаю 2 воздушные петельки. Мы уже 2 пучка провязали. И в следующую петельку опять провязываю пучок. 1, 2, 3, 4 вместе. Снова 2 воздушные и в следующую петельку опять провязываю пучок. Провязываем в каждую петельку, этих пучков у нас должно быть 12. Так же как и столбиков в первом ряду. Смотрите, вот с джута сыпется ворс и грязь. Бывает больше сыпется, бывает меньше. Но вот этот вот не грязный сам по себе джут, но с него все равно сыпется ворс. Поэтому, когда будете вязать, что-то подкладывать, может быть лист бумаги, либо на столе как-то, чтобы все это можно было собрать. Вот столько я провязала, и вот сколько насыпалось. При вязании петельки слишком не вытягивайте, чтобы у нас потом неаккуратное вязание не получилось. Здесь, конечно, хочется как можно больше вытянуть, чтобы свободнее провязать. Но нет, этого делать не нужно. Все мы вяжем в меру. Такие же обычные наши столбики, как мы обычно вяжем, чтобы вязание было аккуратное. Иначе будут торчать нитки, где вы слишком вытянули, и будет все неаккуратно. Вот мы связали все наши пучки из столбиков с накидом и обязательно пересчитываем. Обязательно их должно быть 12, иначе нам не хватит одного уголка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Также после последнего делаем 2 воздушные петельки и замыкаем. Вот сюда можно захватить вот так вот 2 первые петелечки и соединить вот так соединительной петелькой. Все, второй ряд связан. Такой цветочек у нас тут красивый получается. И теперь для следующего ряда нам нужно перейти вот в это отверстие. Переходим просто соединительной петелькой. Все, перешли. Затем провязываем 2 воздушные петельки. Это петли подъема. И провязываем в это отверстие еще 2 столбика с накидом. Уже просто полноценные столбики с накидом. У нас должно получиться 3 всего. Провязали вместе с петлями подъема. Здесь у нас получилось 3 столбика. В следующее отверстие мы провязываем другое количество столбиков, формируя здесь уголок. Провязываем 2 столбика, 2 воздушные петельки и сюда же 2 столбика с накидом. Провязали. Теперь чередуем в каждое отверстие то 3 столбика, то 2, 2, 2, то 3, то 2, 2, 2. Вот сейчас опять я провязываю в следующее отверстие 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. В следующее отверстие провязываем 1, 2, 2 воздушные,
и 2 столбика. Вот мы сформировали 2 уголка. Провязываем дальше также по кругу. И у нас этих уголков должно быть 6. Довязали, сформировали 6 уголочков. Последнее отверстие у нас как раз провязывается 2, 2 и 2. И мы замыкаемся вот сюда, вот верхнюю петельку подъема соединительной петелькой. Все, ряд у нас провязан. И остался у нас один заключительный ряд. Провязываем воздушную петельку подъема. И теперь нам нужно под каждую петельку провязать столбики без накида. То есть мы провязываем 3, да, вот 1, 2, 3 наши, 3. Я провязываю не прям в вершину столбика, а вот в эту верхнюю петельку. Смотрите, после каждой петли, после каждого столбика вот это вот его петля. Вот она. Получается, здесь я провязываю 3 столбика. Между, где у меня 2, 2 и 2, я также провязываю 2 столбика без накида. Первый сюда, а второй вот сюда. Не в центр, а именно в петельку. Так, и теперь вот сюда, в отверстие, мне нужно провязать 3 столбика без накида. Прям в само отверстие. Вот. И дальше продолжаю. 1, 2. Это как раз таки вот эти. Затем следующие 3. Петель у нас здесь столько, сколько у нас столбиков. 3 над 3 провязала. Затем снова 2 идет. Просто здесь, если вы вот провязываете так, как я, верхние, то вот здесь, когда мы приходим к центру, после вот этого столбика, который в центре, нужно вот сюда зайти, потому что его петелька, вот она находится. Мы заходим под петлю. Вот. И еще в отверстие нам нужно провязать 3 столбика. 1, 2, 3. И дальше опять продолжаем после каждого столбика. Можете прям считать и по отдельности, допустим, 2, 3 провязали, затем 2 у нас идет. То же самое мы провязываем, только столбики без накида. 2 петельки. Теперь сюда в отверстие 3 столбика без накида. Затем дальше, после каждого столбика у нас идет его петля. Вот 2. Я уже половину провязала. Дальше провязываем 1, 2, 3, 1, 2, 3 в отверстие и так далее. Все точно так же, как мы сейчас здесь провязывали. Над каждым столбиком у нас идет столбик без накида. 3 столбика, 2 столбика, 3 столбика в отверстие, затем 2. То есть между отверстиями у нас получается 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, значит, столбиков без накида у нас здесь будет. Затем 3 в отверстие, 7 над петлями, 3 в отверстие, 7 над петлями, 3 в отверстие, 7 над петлями и довязываем. Довязываю последние петельки, сделала 3 столбика в отверстии и остались у меня 2 столбика. Все, ряд закончен. Здесь у нас петля подъема, и мы сюда присоединяемся также соединительной петелькой. Все, наш мотив закончен, мы его связали. Теперь мы обрезаем ниточку, оставив хвостик небольшой, сантиметров 15. И вытягиваем просто ниточку и затягиваем ее. Вот такой вот
получается у нас мотив. Сейчас я его измерю, какой он у меня величины. Радиус моего мотива от центра 5,5. Ну, у вас может быть другое количество, в зависимости от плотности вашего вязания, либо вообще от другой пряжи. Например, если вы вяжете просто из простой пряжи и ваш мотив очень маленький, то тогда можно вот этот вот последний ряд столбиками без накида просто еще провязать рядом столбиками без накида. Но вот здесь вот в центральный столбик без накида, здесь же у нас 3, вот в самый центральный, во второй, провязать также 3 столбика с накидом, чтобы у нас формировался уголок. И тогда ваш мотив будет больше. Таких мотивов нам нужно связать 7 штук. Вот мои мотивы связаны. 7 штук у меня здесь. И вот из моего моточка получается 2 полных мотива. Вот такой вот остается. Где-то больше остается, где-то меньше остается. Вот поэтому с каждого клубочка такого я вяжу 2 мотива. Теперь для того, чтобы они у нас выровнялись, нам нужно их отпарить и выровнять. Отпариваем с изнаночной стороны, немножечко разглаживаем, чтобы просто он ровненько было. Мы их не стираем, а именно отпариваем горячим паром. Просто отпариваем утюгом. Если вы ни разу не отпаривали, то тогда у меня на канале есть видео про ВТО. Там я подробно показываю, как я отпариваю изделия. Идите и посмотрите, пожалуйста, чтобы у вас не возникало трудностей. Все, сейчас мы их отпарим, будем соединять. Отпарила свои мотивы. При отпаривании вот так вот уголочки слегка потянула, чтобы у нас мотив уже выровнялся. Вот если они слегка были скукоженные, то теперь они ровненькие. Форму держат. И сейчас после отпаривания для интереса хочу измерить размер. Такой же 5,5 остался. 1 или 2 миллиметра всего прибавится после отпаривания, так как мы немножечко подтягиваем, чтобы форма у нас была. Ну, это у джута. А если вы вяжете из обычной пряжи, там, конечно, можно очень сильно растянуть. Если вы вяжете из обычной пряжи, не увлекайтесь. Там мы слегка разглаживаем и выпрямляем уголочки. Именно у джута я вот здесь вот по уголочкам слегка потянула, чтобы выпрямился он. После того, как мы отпарили мотивы, ждем, когда они высохнут. Нам нужно, чтобы они были сухие, чтобы они уже не деформировались. Пока можем обрезать вот эту вот центральную ниточку, которая у нас была спрятана везде на каждом мотиве. Убираем ее, если она у вас есть торчащая. Если мы постираем мотивы, ну, либо изделия из джута, оно у нас станет мягкое. И форму держать не будет. Вот как сейчас он держит форму, потом он форму держать не будет. Я так стирала подставку для горячего, которая сначала держала форму. Но я ее уже просто закидываю в машинку, без всяких церемонностей. Уже стираю, как обычные вещи стираю. Она, конечно, если ее возьмешь, она вот так вот держаться не будет. Она мягенькая, она вот так будет падать. Поэтому мы не стираем, а отпариваем. В дальнейшем просто готовое изделие обработаем влагоотталкивающим спреем каким-то. Но если вдруг вам нужно будет постирать, то можете постирать аккуратненько. Но не экспериментируйте. Это если у вас там вдруг будут какие-то пятна прямо на сумке. Если не уверены, то лучше просто так не стирайте, не портите изделие. Теперь, когда у нас мотивы высохли, будем их собирать. Сейчас мы будем соединять мотивы. Берем 2 мотива, прикладываем их друг к другу так вот изнанкой. Нахожу центр, у нас же здесь в отверстии 3 столбика без накида. Захожу во второй центральный и то же самое делаю с этой стороны. И буду соединять 2 вот эти вот стороны. Уголочек, то есть 1, 2.
Можно любой частью сейчас присоединять. И вот с этими хвостиками берем ниточку, присоединяю ниточку, вытаскиваю петельку. И теперь нам вот этот хвостик нужно хорошенько закрепить, чтобы он у нас не вылезал в процессе эксплуатации. Поэтому воздушную петельку я провязываю вместе с этим хвостиком, а дальше его уже укладываю вот сюда вот на петли. Буду провязывать и вот это вот внутри вязания хвостик этот оставлять. Ну, я так часто делаю, прячу ниточки по ходу. Возможно, вы видели. Все, теперь заходим в следующую петельку на этом мотиве и в следующую петельку на втором мотиве. Вытаскиваю, будем провязывать столбиками без накида, не соединительными, а именно без накида, чтобы у нас было ребрышко по краю. Провязали. Следующая петелька. Ниточка у нас здесь на вязании под петлями остается. Следующая. Довязываем до уголочка. Дошла до уголка как раз во вторую и во вторую. Если правильно присоединили, петельки совпадают. Все, центр у нас совпал. Одно ребрышко мы присоединили. И теперь нам нужно точно так же присоединить вот эту часть. Мы просто переходим в следующую петельку. Это центральная, мы в нее провязали. Уже в нее уголок никакой не формируем на этом этапе. Следующая петелька. Просто соединяем мотивы, провязывая поочередно вот каждую петлю. И еще одна последняя петелька, это центральная. Провязываем ее. Все, мы соединили уголок. Ниточку обрезаем, оставив хвостик сантиметров 15. И просто ее вытягиваем. Сейчас с этой ниточкой ничего не делаем, потом мы ее также будем прятать в полотно, как и вот сейчас мы прятали вот эту ниточку. Все, вот мы соединили вот так вот два мотива. Теперь нам нужно таким образом соединить 5 мотивов. Теперь мы соединяем вот эту часть. Присоединили. Теперь эту часть берем следующий мотив, также прикладываем, присоединяем также 2 ребрышка. Затем следующий, также 2 ребрышка. И следующий. И таким образом вот 5 мотивов присоединим. Смотрите, я сейчас взяла, уложила таким образом, что у меня вот этот вот хвостик от мотива остался здесь. Я его вместе с тем хвостиком, который мы прячем, точно так же вот сюда вот укладываю в полотно и прячу, провязывая петельки. Просто у нас добавится один хвостик. Вот следующая петля. Также эти оба сюда укладываю. И они оба прячутся. Все. Все, я соединила 5 мотивов. Это у нас изнанка, внутренняя сторона. Вот лицевая, уголками соединенная. Если мы вот так ее напополам согнем и вот так вот положим, уже видно очертания сумочки. Это боковинки и донышко. И у нас еще здесь 2 мотива.
которые мы вот так будем прикреплять. Здесь 5 ребрышек. Оставляем один без вот такого хвостика для верха. И с той стороны точно так же. Вот таким вот образом. 5 ребрышек. И здесь у нас тоже 5 ребрышек. И прикрепляем. Здесь, если хотите, для удобства можете для себя скрепить маркерами вот эти части. Но здесь и так все видно, не запутайтесь. Поэтому я не буду скреплять. Я сейчас прям вот отсюда, либо вот с этой стороны можно. Здесь у нас еще куча хвостиков, которые мы будем также прятать во время провязывания. Начну вот с этой стороны провязывать. Захожу также в центральную и в центральную здесь. Эта часть у нас верхушка. Смотрю. Центральный. Присоединяю ниточку. Столбик подъема делаю двойной ниточкой. Все точно так же, как было при присоединении вот сейчас мотивов. А это уже укладываю внутрь полотна. Иду в следующие столбики и точно так же провязываю столбиками без накида. Этот можно убрать. Это вторая сторона. Присоединим первую и будем присоединять вторую. Вот смотрите, присоединяем. Сейчас я дойду до вот этого уголочка, затем пойду дальше, 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 дальше. Здесь всего лишь 5 ребрышек, что на боковинке, что на вот этом центральном мотиве. Поэтому здесь не запутаешься, все по порядку идем до вот этого места. И затем точно так же присоединяем вот этот вот второй мотив. Выбираем верхушку без ниточки. Вот так. И точно так же будем присоединять с этой стороны. При присоединении вот эти ниточки, которые у нас встречаются по пути, не забываем их также укладывать под полотно, чтобы они у нас все внутри остались. И закреплены будут, и спрятаны. Вот как я присоединяю центр. Здесь у нас вот эта петелька уже скреплена вот с этим вот мотивом. Это центр. И у нас здесь вот этот шов, получается, с лицевой стороны он вот так. И он туда немножечко выворачивается. Вот чтобы он так не делал, я прям захожу вот сюда в первую петельку. Вот с этой стороны. Именно, смотрите, мы здесь соединяли. Здесь лицевая сторона. Вот здесь вот изнанка. Я захожу именно с лицевой, когда вот подошла к центру. Так, у меня здесь все больше и больше ниточек уже прятать, целых 4 штуки. И захожу в центральную петельку вот здесь, на вот этом мотиве, который мы сейчас присоединяем. И провязываю также столбик без накида. Тем самым я развернула вот это ребрышко сюда, чтобы оно не было туда вот так вот завернуто. Оно теперь у нас торчит как нужно. И затем смотрю на этом мотиве, вот эта центральная петелька, она уже присоединена, да, к тому мотиву. Значит, я захожу в следующую и в следующую петельку уже на мотиве. Вот. Все, уголок присоединен, а дальше просто продолжаю подряд все петельки провязывать. Вот ребрышко у нас теперь не заворачивается туда, а ровненько стоит. И здесь точно так же присоединила одну часть и теперь точно так же присоединяю вторую. Поворачиваю, выбираю ровное ребрышко для верхушки и также присоединяю. И на этой стороне уголок в другую сторону у нас.
Если там он был у нас вот так вот повернут, то здесь наоборот. В той части мы заходили отсюда, с левой стороны, да, а здесь нам нужно его туда. И поэтому, когда я прихожу вот к центру, я захожу сюда с правой стороны, чтобы, опять же, это ребрышко не загибалось вот сюда, не заворачивалось, а стояло ребром. И в центральную эту. И провязываю. И дальше также. Все, я соединила вторую часть. И уже у нас готовая сумка, можно сказать. Но у меня здесь так получилось, что на одном вот из 5 этих боковых мотивов здесь остался вверху хвостик. И поэтому, и еще вот эти вот торчащие ниточки, их, конечно, можно обрезать, но я не буду их обрезать. Сейчас вот эту часть, верхнюю вот эту вот, я хочу обвязать рядом столбиков без накида. Я вот довязала соединение и не обрезая вот эту вот нить, я иду просто обвязывать рядом столбиков без накидов. Так, просто вот обвяжу по кругу, приду сюда. Кстати, здесь, когда обвязываем, также приходим, когда вот к этому шву, здесь нужно его развернуть, чтобы он у нас ребром вот так торчал, а здесь вот сюда. То есть я вот здесь, где я сейчас дошла, я зайду справа налево, так же, как мы по уголкам соединяли и разворачивали это ребрышко. А с этой стороны, когда вот сюда приду, я зайду вот отсюда, слева направо. Сейчас справа налево захожу, а потом слева направо зайду, чтобы поднять вот так вот этот шов. Чтобы он ребром вот так у нас торчал. А в остальном все петельки провязываю точно так же, как провязывала. И на обеих сторонах нам нужно так сделать. И на этой стороне, когда придем. Этот развернуть и этот развернуть. Все, я тут довязываю. У меня осталось вот это вот одно ребрышко, которое надо развернуть. Захожу с этой стороны. Захватываю ниточку. И провязываю. Это у нас было как раз здесь начало ряда. Мы отсюда начали обвязывать ряд столбиками без накида. И я хочу еще одним рядом обвязки окончательным уже придать рельеф. И по краю просто пройду с соединительными столбиками. Вытащили ниточку, прошли. Зашли, ниточку забрали, вытащили сюда. Этот край как раз таки очень тугой будет за счет вот этих соединительных столбиков. И поверху у нас будет идти вот такая вот косичка, имитирующая все вот эти вот ребрышки. Видите? Сразу совсем другой вид, чем просто столбики без накида, и поверх косичка. Вот сейчас я также ее по кругу до этого места обвяжу и все, и закончу. Все, вот довязала последнюю петельку, и вот первая петля у меня соединительная здесь была, прям внутрь нее зайду и еще одну соединительную петельку провяжу, чтобы замкнуть уже это. Обрезаю ниточку с хорошим хвостиком. Этот мы будем хвостик прятать. Вытягиваю ее просто, чтобы здесь вот эта петелька осталась. Здесь я ее не затягиваю, а в следующую петельку с изнанки зайду и туда ее пропущу. Подтягиваю. Все, чтобы здесь у нас, видите, ровненько продолжается. Но эту ниточку обязательно нужно закрепить, потому что
джут вылезает со временем. Да любая нить вылезет, а джут из-за того, что жесткий, вылезет. Здесь нужно мне как-то любую подцепить ниточку, которую можете. Так, это обрезать можно. И вот закрепляем просто петельками соединительными. Эту ниточку нам нужно провести внутрь полотна куда-нибудь, куда можете. Можно иглой, можно вот так вот крючком, заходя внутрь петелек. И вот так вот в каждую петельку вот так заходя, и какое-то расстояние протянуть нам надо эту ниточку, чтобы ее спрятать. Так, здесь петельки у нас тугие, поэтому крючок можно взять поменьше, чтобы нормально в петельки заходить. Все, вот таким образом пропускаем вот так вот несколько петелек. Вот здесь вот по краю можно уже краешек этот обрезать. И теперь нам нужно еще обрезать все наши торчащие ниточки, которые мы прятали при соединении. Вот такие, например. Осматриваем сумку хорошо с двух сторон. Убираем все торчащие ниточки, хвостики, которые у нас уже спрятаны и закреплены. И все, у нас здесь идеальное полотно. У нас здесь нет нигде никаких ниточек. Так, вот эту еще последний. И сейчас вот эту протяну и также обрежу. У нас что внутри полотна нет никаких нитей, что снаружи. Снаружи-то и не должно быть. Но у нас даже и внутри нет. Все, наша сумочка, можно сказать, готова. И теперь нам останется связать только ремешок. Так, все, я все закрепила, обрезала. И теперь будем вязать ремешок. Ремешок я буду вязать отдельно и затем вот сюда вот пришивать. Беру этот же крючок. И для начала нам нужно оставить здесь вот прям хороший хвостик, которым мы потом будем пришивать с одной стороны вот этот ремешок. Оставляю и набираю 1, 2, 3 воздушные петли. Набрали первый ряд. Вот здесь у нас петелька. Я захожу вот сюда, во вторую петлю, вытаскиваю ниточку. Не затягивайте, прям вытягивайте. И вот в первую. Так, я ее уже подтянула, она у меня тут тугая оказалась. Чуть-чуть надо расслабить ее. Так, нам нужно из нее только ниточку вытянуть, потом уже можно ее дальше подтянуть. Все, вытянула. И у меня сейчас 3 петельки на крючке. Оставляем хвостик рабочей ниточкой, провязываем все вот эти вот 3 петельки вместе. Провязали. Теперь разворачиваемся слева направо, вот так. Поворачиваем сюда. И здесь смотрим, у нас изнаночная сторона. У нас нить здесь сейчас вот так будет. Мы будем сейчас набирать вот в эту петельку, смотрите. Это первая петля, которую мы провязали с той стороны. Вот видите, мы здесь все 3 вместе провязали. А теперь мы вот так вот развернулись. И у нас вот эта петелька, вот она, верхняя. Мы сюда заводим крючок и забираем рабочую ниточку. Получается, как изнаночная петелька провязывается. Вытащили. И здесь у нас с края еще есть вот такая петелечка. Собрали. Точно так же ниточку
вытянули как изнаночную. Петельки не затягивайте, пусть они свободные будут. И мы также их 3 вместе провязываем. Теперь мы разворачиваемся в другую сторону. Если мы первый раз вот так поворачивались, теперь мы поворачиваемся обратно. Заходим вот в эту первую ниточку из 3, которую мы вместе провязали, вытаскиваем нить. И в следующие 2 вытаскиваем нить. 3 вместе провязываем. Теперь опять поворачиваемся направо. И это у нас снова изнаночная сторона, которую мы будем также провязывать, как до этого мы провязывали. Мы заходим вот в эту, забираем ниточку. Вот здесь в этом ряду неудобно из-за того, что как изнаночную приходится забирать, еще и джут не эластичный. Так, забрали 2 петли на крючке и вот эту крайнюю ниточку также забрали, вытянули. И все 3 вместе провязываем. Теперь разворачиваемся обратно. Провязываем первую и затем 2 вместе, вот так. 3 вместе провязали. Вытягиваем вот эту вот петельку, поворачиваемся опять забираем как изнаночную эту и вот эту крайнюю. 3 вместе провязываем, разворачиваемся. Крайнюю вот эту вот петелечку, последнюю, всегда хорошо вытягивайте. Захожу в эту первую и в 2. Провязываю их 3 вместе. Вытягиваю хорошенько вот эту петельку. Поворачиваюсь, снова изнаночной. 1 и вот крайняя. 2. У нас всегда должно быть 3 петельки на крючке. Поворачиваюсь в эту сторону, снова забираю первую из 3 и затем вторую, третью вместе. Провязываю все 3 вместе. И у нас, смотрите, какой красивый ремешок получается. Вот это с лицевой стороны, он такой у нас. А это изнаночная сторона внутренняя, как будто платочная вязка немножко здесь похожа. А вот это лицевая, вся красота на ней. И дальше мы все повторяем. Поворачиваемся сюда, на изнаночную сторону. Вот эту забираем. Потом на лицевую, вот эту 2. И так полностью продолжаем вязать всю длину ремешка. Я довязала свой шнур, у меня 125 сантиметров. Провязываем последний ряд лицевой. И здесь также мы оставляем хороший длинный хвостик. Обрезаем ниточку и просто вот сюда вытягиваем. Сейчас этой ниточкой мы будем пришивать ремешок. Также у нас с другой стороны такая же длинная ниточка. Вдеваем в иглу. Я взяла цыганскую иголку. Смотрите, чтобы у вас сюда проходила нить. Взяла такую, потому что мне надо, чтобы в полотно хорошо входила игла. Пластиковая, которой я обычно сшиваю детали, может не проходить здесь. И теперь мы прикладываем вот так полотно, смотрим, где у нас лицевая сторона, где вот эта вот красивая косичка, это лицевая, а с другой стороны изнаночная. В принципе, если вам это больше нравится, то прикладывайте этой. Прикладываем вот сюда, вот к центру этого мотива, так как у нас здесь такое вязание, что у нас немножечко неровный уголок. Каждый ряд, когда мы провязываем, у нас то в эту сторону уголочек. Поэтому нам нужно так приложить, чтобы
не вот так вот пришивать, а чтобы ровненько было, да? Немножко опускаем за мотив. Вот, получается. У меня эта ниточка прям почти где отверстие. И теперь я иглой просто на лицевую сторону так вот выведу. Где-то рядом через одну ниточку делаю следующий стежок, захватывая опять же ремешок, прокалываю ремешок и полотно сумки. Здесь также. И слежу за тем, чтобы ремешок здесь у меня не соскальзывал, ровненько держался. И так. И таким образом прошью несколько раз здесь, чтобы крепко было. Можно прям туда и обратно пройтись, чтобы ремешок был надежно, крепко к сумке прикреплен. Даже если вы что-то тяжелое вдруг туда положите, чтобы все надежно было. Когда пришиваем, смотрим, чтобы это все еще аккуратненько у нас было, чтобы нигде не было никаких торчащих стежков, никаких ниточек некрасивых. Я прошила туда и обратно, увела ниточку на изнанку. Вот, и теперь мне нужно будет закрепить ее тоже за ближайшую какую-то петелечку, в которую сможете войти. Так, я не убрала иглу, трудно вдевать в иглу ниточку, просуну вот так вместе с иглой в петельку. Это обычно я крючком закрепила, как всегда. И теперь, почему не вытащила иглу, чтобы сейчас иглой просто спрятать этот кончик нити в полотно. Сейчас мы иглой проходим сюда вниз, и потом вот смотрите, по каким стежкам вам удобнее пройти. Пройду туда и обратно, как обычно я закрепляю. И таким же образом мы потом пришьем вторую сторону вот сюда. Неудобно просто на камеру сейчас здесь продевать, поэтому я сейчас сделаю. Но вы поняли, как сделать. Сделайте самостоятельно, также пришейте самостоятельно. Все, я пришила уже ремешок. Не отпарила его до пришития, но можно его и вот сейчас отпарить. Вот такой вот он крепкий получается, тугой. И сумка наша полностью готова. Сейчас я ее измерю сантиметром, чтобы сказать примерно какого размера она. Измерять буду, наверное, по плоским вот этим ребрышкам 22 сантиметра. Ну, по острым, естественно, больше. 25. Такая небольшая летняя стильная сумочка, достаточно вместительная. Сюда можно и кошелек, и телефон, и все, что необходимо, салфетки, все влезет сюда. Сейчас я пока что не пришила, но мы либо можем отдать в ателье, чтобы нам сшили подклад, либо самостоятельно шьем подклад. Если он вам нужен, пришиваем. И вот сюда вот пришиваем кнопочку. Внутри вот здесь и здесь. И вот так будет она застегиваться. Все, и с удовольствием носим нашу сумочку. Так, какой расход у меня? У меня вот было моток, вначале я показывала, из которого я вязала. Из каждого моточка у меня получалось 2 мотива из одного мотка. И получается, что у меня всего на сумку ушло 4 вот таких вот моточка. Я даже не могу сказать, какой там метраж, потому что моточки вообще без опознавательных признаков. Ну, думаю, что метров 100, наверное, там все-таки есть. Поэтому вот и с таким учетом
берите расход. А если, например, вы будете с Валбериса джут заказывать, там есть, раньше я смотрела, точно был, думаю, что сейчас тоже есть в бобинках, например, то бобинки вам на несколько сумочек хватит. У меня вот просто было 5 вот таких вот моточков с хозяйственного магазина джута, и вот я их использовала. Один остался даже. Вяжите обязательно свои сумочки, пока сейчас лето, как раз их сезон. Вяжется очень быстро, за один день вот я связала, даже не за полный день. Это учитывая еще, что я снимала видео. Если без видео, и гораздо быстрее она вяжется. Очень классная, стильная, красивая. Поэтому обязательно вяжите и не забывайте присылать мне фото ваших готовых работ. Кому мастер-класс понравился, не забываем поставить лайк. Всем приятного вязания!